Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, где же в вашем доме правильно хранить деньги, для того, чтобы они приумножались и в вашем доме, в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. Обязательно просмотрите это видео от начала, друзья, до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья. Нам очень приятно. Каждый из нас мечтает научиться правильно обращаться с денежной энергией, ведь когда она приходит в достаточном количестве, человек не знает, что такое проблемы с деньгами, а значит, он может больше позволять себе в жизни, и ему не будет приходиться постоянно переживать о том, что он что-то делает не так, и это обижает денежную энергию, из-за чего она обходит его стороной. Денежная энергия очень чувствительна, и установить, к сожалению, с ней контакт удается немногим, так как некоторые пытаются обращаться с ней нечистосердечно, некоторые не желают жить по ее правилам, кто-то излучает жадность, алчность, но обманув себя, вы не можете обмануть денежную энергию. Кто-то может лениться, много работать и тем самым не привлекает ее, так как она не придет к ленивой категории людей. Деньги не только открывают перед человеком различные перспективы, возможности, они расширяют горизонты, но и порой портят, к сожалению, людей, попадая к тем, кто на самом деле их недостоин, так как готов использовать денежную энергию для каких-то негативных целей или же для того, чтобы подчеркивать свой статус среди знакомых. От таких людей денежная энергия очень быстро уходит, и вернуть ее уже не получается, как бы человек не пытался это сделать. Поэтому, если денежная энергия пришла в вашу жизнь, у вас получилось доказать ей, что вы этого достойны, продолжайте двигаться по данному пути. Не сворачивайте с него, даже если вас будут ожидать какие-то трудности, ведь она любит уверенных людей и будет стараться приходить в вашу жизнь еще в большем количестве. Не стоит забывать и о том, что нужно проводить денежные ритуалы, практики, не забывать изучать правила, учения, которые передались нам от предков для того, чтобы сделать нашу жизнь успешной и полной того, что мы пожелаем, чтобы безденежье и проблемы обходили нас стороной. Денежная энергия постоянно должна находиться в движении, поэтому деньги нужно периодически тратить, отпуская их без сожаления и лишних эмоций. Так они будут очень быстро возвращаться в нужном количестве обратно, а вокруг вас никогда не получится энергетического застоя. Деньги должны приносить счастье, поэтому тратить их нужно только с положительными эмоциями, с улыбкой, делать с их помощью более счастливыми близких людей и тех, кто прямо сейчас нуждается в вашей помощи. Только так они будут поступать в вашу жизнь в большом и большем количестве, и вы никогда не ощутите их отсутствие. Но немаловажным является и то, когда они будут поступать в вашу жизнь, как правильно их хранить, ведь от этого тоже напрямую зависит то, сможете ли вы их приумножить или нет. Люди часто допускают две основные ошибки. Первое – это то, что как только получают какую-то сумму в свою жизнь, они сразу начинают эти деньги тратить. А очень важно помнить о том, что деньги должны одни сутки находиться в доме. Иначе таким, казалось бы, безобидным действием деньгам в этот момент показывают, что в них просто не нуждались, что их не желают нести в свой дом, так как в нем и без данной суммы было хорошо. А значит, деньги больше не будут стараться приходить к вам. Вторая ошибка, которую допускают люди, это когда хранят деньги под кроватью или на полу. Под кроватью денежная энергия будет спать, так как это место, которое окутано ленивыми энергиями. А держа их на полу, во-первых, вы будете мешать им привлекать денежную энергию и другие в большом количестве, так как по полу они не могут нормально функционировать. А во-вторых, так как вы показываете, что не относитесь к ним с уважением, а так как денежная энергия очень чувствительна,
она быстро от вас уйдет, и для того, чтобы попытаться ее вернуть, вам понадобится много сил, при этом как физических, так и энергетических, а также время, которое вы будете на это тратить. Вместо того, чтобы уже на протяжении этого отрезка своей жизни использовать деньги себе во благо и открывать что-то новое и прекрасное для себя с их помощью. Наш дом наполняет различные энергии, они передвигаются по дому, но больше всего приумножаются именно в тех местах, которые за них отвечают. Так, например, за изобилие и благополучие, достаток, уважение отвечает кухня, за любовь, страсть, взаимопонимание отвечает спальня, за отношения между родными, счастье, успех, добро отвечает гостиная. Коридор – это место, в которое попадают как хорошие, так и негативные энергии. Ванная комната и туалет – это места, которые часто накапливают негативные энергии. Деньги хорошо хранить в комнате, в которой много света, так как солнце отвечает за положительные энергии и способно приумножать все энергии, которые наполняют комнату, помещение, куда попадают лучи солнца. Также хорошо, когда в такой комнате на подоконнике будут находиться денежные растения, такие как денежное дерево, кактус, бамбук, замиокулькас, герань, драцена, лимон и так далее, которые будут помогать привлекать денежную энергию в большом количестве, тем самым увеличивая финансовые потоки. Для денег хорошо завести коробочку зеленого цвета, так как это денежный цвет, и он способен запускать денежную энергию в беспрерывное русло. Она не должна быть большой, но и должна позволять деньгам расположиться так, чтобы у них не заминались края. Если какая-то купюра будет иметь замятый уголок, выровняйте его. Если будет надорвана или слишком потерта, пусть даже и большого номинала, не оставляйте такую купюру на сбережения, так как вокруг нее поврежденная энергетика, которая будет создавать трудности при поступлении нужного количества денежной энергии. Складывая купюры, обратите внимание, что смотреть они все должны в одну сторону и обязательно находиться по возрастанию. Для того, чтобы сохранять сбережения, можно использовать и шкатулку для денег из дерева, так как она также обладает силой и способна помогать в задуманном. На дне коробочки или шкатулки обязательно нарисуйте знак бесконечности. Сверху положите ваши сбережения, а на них лавровые листья, проговорив при этом 8 раз обязательно такие волшебные слова: «Деньгам уважение оказать спешу, этим поступком денежную энергию привлекаю, будут и дальше правильные и добрые поступки совершать, денежную энергию к себе располагать». Когда закончите, сразу спрячьте емкость, в которой находятся ваши деньги, в то место, где она будет находиться, и не трогайте ее на протяжении 3 дней, чтобы денежная энергия притянулась и заполнила все пространство таким, где ваши сбережения. Это может быть и кожаный кошелек, цвет которого вы должны подобрать, опираясь на внутренние ощущения. Взяв его в руки, вы должны почувствовать тепло. Это укажет, что данная вещь подходит вам на энергетическом уровне, и когда вы ее приобретете, она будет вам помогать. С ним проделайте то же самое, что я вам рассказала выше. Но перевяжите сверху зеленой ленточкой, на которой нарисуйте знак бесконечности. Прекрасным местом для хранения денег будет и шкафчик под аквариумом, в котором обязательно должно быть парное количество золотых рыбок, на котором вы также разместите статуэтку. Например, это может быть денежная жаба с монеткой, слон, гном с мешком денег, аист, черепаха. Какая-то из таких статуэток будет помогать вам притягивать денежную энергию, а вода будет ее приумножать большое количество раз, отправляя сильные энергетические посылы и распространяя нужные энергии по дому. Такое место способно даже избавить вас от денежных проблем. Если у вас нет возможности приобрести аквариум, вы можете заменить его картиной с морем, с океаном, с водопадом, но ни в коем случае не со стоячей водой. Иначе вместо того, чтобы притягивать денежную энергию, она будет перекрывать каналы, через которые она может поступать. А также раз в неделю в обустроенном вами месте стоит размещать круглую емкость с выбранной на рассвете проточной водой, проговаривая такие слова: «Вода, ты всесильна,
«Мне помоги, денежная энергия, жилье мое надели». Потом эту воду нужно будет выливать под крепкое дерево, и очень скоро вы увидите результат приумножения ваших финансов. Но помните о том, что в вашем аквариуме всегда должна быть только чистая вода. Поэтому вам нужно подумать и о фильтрах, и о том, чтобы постоянно мыть аквариум, потому что очень часто люди заводят аквариумы, покупают самых дорогих рыбок и так далее, а в конечном итоге не могут смотреть, потому что все требует времени, энергии, поэтому подумайте 10 раз, стоит ли вам этим заниматься, потому что стоячая вода, вонючая вода, где рыбки постоянно погибают, наоборот, вам будут приносить неприятности, беды и проблемы. Благоприятно в коридоре разместите связку монет желтого цвета на красной нитке. Это будет помогать через входную дверь притягивать денежные энергии, которые, попав в ваш дом, будут приумножаться. Если вы живете в частном доме, можно обустроить место для хранения денег на мансарде, особенно вблизи птичьего гнезда или возле улья с пчелами, так как эти животные, эти насекомые трудолюбивы, и они любят создавать, строить, а значит и энергию вашу денежную будут только приумножать, увеличивать, привлекая одновременно и другие нужные вам на определенном этапе энергии. Также для того, чтобы выбрать правильное место для хранения денег, нужно прислушаться к своей интуиции. Она чувствительна у большинства людей и сможет с точностью указать на то место в доме, где скапливается большое количество положительных энергий, которые благоприятно будут влиять на ваши сбережения, приумножая их. Как выбрать это место, я вам сейчас расскажу и научу. Для этого закройте глаза, расслабьтесь и представьте перед глазами свои сбережения. Затем представьте, что вы держите их в руках. Руки выставьте перед собой. Затем подумайте, в каком бы месте в доме вам было комфортно их пересчитать, где вы ощущаете спокойствие и заряд бодрости, где вам нравится проводить время и расслабляться. В таком месте и нужно хранить сбережения, так как это место с очень сильной энергетикой. Место для хранения нужно выбирать тщательно, продумывая все нюансы. Если не можете сделать это за первый раз, пробуйте и далее. Когда определитесь, попросите о помощи домового. Для этого возьмите монету желтого цвета, большого номинала, и киньте ее на шкаф, проговаривая при этом трижды такие слова. Называйте имя вашего домового. Дальше скажите: «Ты за счастье хозяев отвечаешь, мне, пожалуйста, помоги, за деньгами нашими присмотри, чтобы энергия денежная поступала и деньги только приумножала. Негатив от них отгоняй, перекрыть денежные каналы не позволяй». Это простое действие поможет вам не только сохранять ваши сбережения, но и не позволит посылам зависти и негативу со стороны перекрыть сильные и нужные каналы. Заручившись поддержкой своего помощника, будьте уверены, ваши сбережения в надежных руках, а денежная энергия не будет утекать, а наоборот будет только приумножаться. Раз в 3 месяца оставляйте домовому угощение на подоконнике в том месте, где хранятся ваши сбережения, и благодарите его за помощь. Это могут быть и орешки, это может быть молочко в блюдце или же конфетка. Старайтесь поддерживать энергетику своего дома, это поможет вам сделать так, чтобы в него поступали только сильные и положительные энергии, а вы, соответственно, могли обращаться к ним за помощью в любой нужный для того момент. День. От положительной энергетики в доме зависит и самочувствие тех, кто в нем живет, а значит и энергетический баланс, который влияет на продуктивность, на желание ставить цели и придерживаться их. Старайтесь поддерживать положительные отношения между членами своей семьи, ведь только в доме, который наполнен любовью, смехом, позитивом, обладает мощными и неповторимыми энергиями, которые подпитывает сама Вселенная, а значит становится покровителем во всех делах, начинаниях и пожеланиях. В таком доме энергии только приумножаются, остаются в целостности и никуда не утекают, а значит и все, кто в нем живут, не
никогда ни в чем не будут нуждаться. У них всегда есть деньги, и то, что делает их действительно счастливыми. На самом деле это все очень просто получить каждому из вас. Главное подумать перед тем, как начинать, готовы ли вы учиться, готовы ли вы познавать что-то новое, так как просто не будет. Да, будут трудности, но справившись с ними, вы получите прекрасную и обеспеченную жизнь. Помните о том, что многие вещи зависят в первую очередь от вас. И готовы ли вы поменять себя, готовы ли вы изменять что-либо в своей жизни. Помните о том, что только вы это можете сделать. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео. И эта информация была полезна и важна. Также подписывайтесь, друзья. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимаете на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.